Всем салют! В этом видео мы чуть более детально поговорим о охотнике за демонами. Наш новый герой, физик, да, у которого один из самых высоких показателей в игре физатаки, довольно-таки высокая маг-защита. Физзащита на высоком уровне, маг-защита получше, типа, ну, смотрим, очередной убийца магов, да. Хотя по факту смотрю бои, смотрю, этот сам очень напоминает мне, к сожалению, гнома, который тоже там обладает высокой физатакой. Вот, и при этом там иммунитет к магии на пару ходов, и все равно особо магов не побеждает, да, то есть не стал каким-то супер популярным. Этот герой пока напоминает мне этого гнома. Потому что те, против кого он именно заточен, это, образно говоря, те же вороны, да, на темных. Он как бы, ну, не проявляет себя супер против них, да, то есть побеждает, ну, как и побеждает, так и проигрывает, да, то есть может победить и выиграть, ну, имеется в виду, когда равные соперники. Как бы все ищут сейчас сборки зверей, талантов и машины к нему, да. Соответственно, все в процессе у меня тоже такой экспериментальный салат оливье, да, то есть собраны разные герои, машину поставил пасть для того, чтобы еще больше наносил урон. Соответственно, крылья смерти для того, чтобы поднять огра, да, который даст тоже ауру, еще больше урона наносить. Но играет, образно говоря, через раз. То выстреливает, там, сносит всех, да, там может там отлично в бою показать себя, всех побеждать, то бесславно проигрывают в самом начале. Таланты я вот поставил пока такие. Сопротивление, да, против магии соперников. Этот самый у меня есть. Мораль повышаю, для того, чтобы не пропускать ходы. Соответственно, у меня стоит бронебой, так как очень много моих соперников, да, обладают более высокой защитой, чем моя атака, к сожалению, уже, да, то есть. И, соответственно, бронебой нацелен на то, чтобы наносить как можно больше урона. И пока здесь стоит подстрекательство у меня, потому что, ну, вот я же показал строй, да, использую, где некоторым юнитам оно нужно. Ну, опять же, я до этого использовал там строй с другими юнитами, экспериментирую, как бы еще пока не определился. Я как смотрю, многие, да, то есть у каждого игрока смотришь на арене, топы, постоянно разные сборки, разные варианты, экспериментируют, поэтому я пока остановился на таком варианте. Не стал играть там через молчанку, можно поставить, было по старинке, молчанку, да, там, или колдовство, и зверю то же самое. Ну, я пока так пробую. Вот, ну, иногда хорошо показывает, иногда же, что через раз. Такой сырой герой, вот. Интересно, да, то есть он сами сражения интересно посмотреть, у него там анимация интересно нарисована, сам он такой брутальный, да, ну, все на любителя, кому-то нравится, кому-то нет, то есть герой мне импонирует на данном этапе, да, то есть, опять же, у него хороший талант общий, то есть всем на 20% повышает урон, то есть поэтому он необходим в разных мобилизациях, когда там сражаются за столицу, в подземелье и тому подобных играх, да, я думаю, герой этот обязательно должен быть в строю со своим талантом. Вот. Поэтому сейчас вот все бои, где смотришь массовые, он везде присутствует. Ну, многие его взяли, играют им. В принципе, он неплохой, он на данном этапе он гораздо лучше и интереснее, чем тот же гном. Он себя гораздо лучше показывает. Но смотрим, да, то есть, опять же, есть те играют, кто темными полностью там выставляют, играют через нежить, так как он как бы заточен против нежити, но при этом он никак, как скажем так, не мешает своим стекам, да, своим юнитам сражений. Но с другой стороны, если вы встретитесь против такого же героя, и вы будете играть нежитью, соперник ваш нет, он будет иметь преимущество, да, то есть не только там будет решать прокачка, но на его стороне будет преимущество против, потому что он наносит больше урона фракции нежити. Такой есть момент. Поэтому, ну, этот самый, чуть попозже на стриме еще поговорим с ним о нем отдельно, да, более детально поразбираем. Сейчас подойдет чуть больше времени. И будет больше информации, уже как-то стабилизируются строи, составы.
И по талантам можно будет говорить более, так сказать, подробно. Вот. Ну, многие, говорю, играют через, напихивают ему харизмы много, да, чтобы ходили стыки по 2 раза. У него ульта сильная, то есть использовать магию. Ну и просто с руки он хорошо бьет. Варианты пока экспериментальные, герой интересный. Поэтому кто не взял и думает брать на следующему как бы ивенту, да, на героя, то в принципе еще время есть. В чуде его посмотрим, как он себя проявит в больших таких баталиях. Тоже будет интересно. Потому что сейчас там, ну, не так часто встречаются топовые союзы друг с другом, где могут посражаться, да, то есть там на колонке, ну, там чуть менее глобально, чем все-таки там 20 на 20, 30 на 30, там уже побольше, так сказать, участников. Посмотрим, как они себя проявят. На этом все. Всем спасибо.